просто не перестает нас удивлять, поражает своей красотой, иногда даже пугает силой и мощью. Природные аномалии – верх проявления этой силы. Можно привыкнуть к различным изменениям природы, дождям, подготовиться заранее к засухе или даже построить подземное укрытие на случай тайфунов или ураганов. Но быть готовым ко всему просто невозможно. Ведь природные аномалии зачастую спровоцированы самим человеком. Аномалии могут быть причиной или следствием действий человека, могут быть совершенно оторваны от человечества, а могут и вовсе поставить под угрозу все живое на Земле. Природные аномалии невозможно предотвратить, но в силах человечества сделать все, чтобы предотвратить аномалии, провоцирующие гибель природы и ее обитателей. Благодарность о своей заботе она подарит нам другие аномалии, такие как утренняя глория. Ведь в наших с вами силах минимизировать пагубное влияние на природу, оставив за собой первозданную красоту нашей природы. Долина падающих птиц. Явление, которое абсолютно не поддается логике, так и не получившее своего научного объяснения, родом из Индии. Долину Джатинга, что на северо-востоке Индии, прозвали долиной падающих птиц из-за действий, разворачивающихся в течение 2-3 ночей из года в год на протяжении десятков лет. Спокойная долина оживает в последние дни лета. С неба начинают падать птицы. Огромное количество птиц, прилетевших с северной стороны, падают замертво с неба. Упавшие, но выжившие птицы не реагируют ни на людей, ни на корм. Люди, которые видели это явление, говорят о том, что птицы как под гипнозом. Впервые это явление было описано в 1957 году. Но до сих пор четкого ответа ученых о явлении не получено. Существуют две основные гипотезы – магнитные аномалии в горах и ядовитые газы в атмосфере. Обе гипотезы не подтверждены. Но индийцы верят в свою. Падение птиц – это награда богов за их нелегкую жизнь. Как бы то ни было, гибель тысячи птиц ежегодно не может быть бесследной. Утренняя глория. К счастью, не все природные аномалии также печальны. Одной из самых живописных природных аномалий по праву можно считать утреннюю глорию. Утренняя глория – это редкое метеорологическое явление, вид облаков, наблюдаемый в заливе Карпентария на севере Австралии. Видимо, главная причина возникновения утренней глории – ротация воздуха, связанная с морскими бризами, гуляющими по полуострову и заливу. На обширных открытых пространствах утренняя глория связывается обычно с фронтальными воздушными массами, пересекающими Центральную Австралию и попадающими под воздействие высокого давления на севере материка. Местные жители отмечают, что утренняя глория чаще возникает во время повышенной влажности воздуха. Это в сочетании с сильным морским бризом создает наиболее благоприятные условия для рождения удивительного природного явления. Потрясающий вид с высоты или с земли представляет собой облака, растянувшиеся по небу объемными пышными полосами. Ученые изучают это явление с 1970-х годов. Но к общему мнению так и не пришли. Человеку остается лишь любоваться этими видами. Некоторые полагают, что утренняя глория – спиральные рукава циклонов. Другие, что это не то иное, как спящее торнадо. Однако действительного объяснения этому чуду до сих пор не существует.
Застывшие метановые пузыри. Канада. Они кажутся каким-то потусторонним явлением, словно летающие тарелки, которые упали в воду и замерзли, или как древние медузы, замурованные во льду. На самом деле это ледяные круги, состоят из застывших пузырьков метана, которые замерзают под водой, создавая захватывающий пейзаж. Подобные пузырьки газа можно увидеть зимой в озерах, расположенных в северных широтах, например, таких как озеро Абрахам в канадской провинции Альберта. Они появляются, когда сухие листья, трава и животные, оказавшись в воде, тонут и становятся пищей для бактерий, выделяющих метан. Газ выделяется в виде пузырьков, которые при контакте с замерзшей водой превращаются в десятки тысяч белых ледяных дисков. Это завораживающее, но потенциально опасное зрелище. Мощный парниковый газ не только приводит к потеплению на планете, но и является легко воспламенимым. Весной лед начинает таять, и пузырьки метана лопаются и шипят, выбираясь из ледяного плена. Но если кому-нибудь вздумается зажечь поблизости спичку, вся эта масса метана возгорится и произойдет чудовищный взрыв. Засуха водопада Виктория. Один из крупнейших водопадов Виктория, находящихся на юге Африки, оказался под угрозой исчезновения в 2019 году. Четвертый в мире по ширине и один из крупнейших по расходу воды. Водопад почти иссяк и превратился в струйку. В настоящий момент от водопада осталось менее 10%. Безусловно, засуха водопада – это лишь одно из проявлений засухи во всем африканском регионе. Водопад Виктория вряд ли сможет восстановиться на 100% после таких изменений. Гидрологи, тем не менее, пытаются успокоить общественную панику, объясняя, что засуха – обычное природное явление. Но как бы то ни было, последствия засухи водопада уже можно оценить. Погибла вся флора и фауна водопада. Местные поселения и животные лишились источника пресной воды. Засуха Виктории – результат изменений климата во всем мире. Экологи говорят, что периоды засухи существовали всегда, и если они участятся, можно будет говорить об изменении климата. Друзья, всем спасибо за просмотр. До встречи у меня на канале.